Привет, с вами Корней. Сегодня я хочу вам рассказать о необычных шахматах. Это шахматы на троих. Правила у этих шахмат примерно такие же, как у обычных шахмат, но тем не менее сама игра развивается совершенно иначе. Здесь возникают неожиданные повороты, здесь существуют свои особые интересные нюансы. Ну а кроме того, такие шахматы еще хороший повод для того, чтобы собраться трем друзьям вместе. Шахматы возникли очень давно. Им как минимум 1500 лет. Возникли они, скорее всего, в Индии. Но не все сведения доходят до нас через огромное количество веков. И на самом деле я уверен, что шахматы еще древнее. Я, например, читал, что в Персии существовал вариант игры в шахматы на 4 игроков. Там каждый игрок играл сам за себя. В наши дни существуют варианты игры для 4 игроков, но это командная игра. Там люди играют парами, то есть 2 человека против 2 человек. И по сути здесь не возникает особых нюансов в игре. А вот в той древней персидской игре такие нюансы должны были возникать, и недаром эта игра рекомендовалась людям, занимающимся политикой. Считалось, что она развивает в людях гибкость и дипломатию. Шахматы на троих обладают теми же качествами. Когда есть две противоборствующие стороны, то игра может вестись и ведется очень прямолинейно, потому что ущерб для противника – это всегда выигрыш для тебя. Но когда 3 стороны, то здесь уже все иначе, и ущерб для противника не обязательно выгоден тебе. Здесь уже появляются свои особые нюансы, свои особые повороты в игре. Мне приходит на ум старая китайская мудрость об обезьяне, которая сидит на вершине горы и наблюдает, как у ее подножия дерутся 2 тигра. В итоге обезьяна оказывается победителем, потому что тигры уничтожают друг друга. И вот в таких шахматах следует постараться стать такой мудрой обезьяной, что, кстати говоря, очень непросто. Кажущимся недостатком таких шахмат является то, что если 2 игрока сговариваются, объединяются против 3 игрока, то у него практически нет никаких шансов на победу. Но в такой ситуации существуют противодействия, существуют разные варианты правил. Мне больше всего нравится вариант, который называется «игра до первого мата». То есть, когда один игрок ставит шах и мат какому-то из противников, партия на этом заканчивается, никакого продолжения больше нет. Игрок, поставивший шах и мат, считается победителем, а 2 оставшихся игрока считаются проигравшими в равной степени, вне зависимости от того, кто получил шах и мат, а кто просто в этом не был задействован. В такой ситуации игра становится действительно интересной, потому что противники не только нападают друг на друга, но и защищают. Потому что если я, например, играю за белых, то мне невыгодно, чтобы черные поставили красным шах и мат. Если я увижу такую ситуацию, то я буду защищать красных. Если я это не сделаю, то я автоматически проиграю. Вот таких нюансов в игре возникает множество. Когда мы собираемся с друзьями и начинаем играть в шахматы на троих, это происходит очень весело, потому что все дают друг другу советы, все предупреждают о коварстве. Тебя твой товарищ может защитить, и в то же время в следующий момент он же на тебя может и напасть. И это вызывает множество эмоций. Ну что ж, еще раз подчеркну, что правила у этих шахмат практически такие же, как у обычных, но есть несколько нюансов. Положение короля и ферзя отличаются от обычных шахмат. Король всегда находится справа. Здесь нет зависимости от цвета клеток. Еще один момент – это прохождение центральной части доски. Если везде клетки соприкасаются друг с другом так же, как на обычной доске, то вот в центральной части углами соприкасаются не 4 клетки, а 6.
Это делает эту зону особенной. Ну, если фигура ходит по прямым линиям, то, в принципе, понятно, как она движется. Ну, вот, допустим, ладья. Она движется прямо, и вот такое продолжение, немножко под углом, это вот считается прямой линией. Если фигура двигается по диагонали, то возникает определенный нюанс, потому что диагональ в центре такой доски раздваивается. Движение слона по диагонали, оно сначала идет обычным образом, а в этом месте диагональ может быть продолжена либо сюда, либо по желанию игрока сюда. То есть по черным клеткам, которые соприкасаются друг с другом углами. Ну и, соответственно, по белым то же самое. Либо так, либо так. Ну вот, в общем-то, и все. Ну, если кому-то непонятно, то в интернете вы можете найти подробное описание того, как центральную часть доски проходят разные фигуры. Но я думаю, что таких объяснений достаточно. Итак, эти шахматы развивают гибкость мышления, развивают дипломатию, учат тому, что бессмысленно просто стараться кому-то нанести ущерб, что жизнь сложнее и что, чтобы быть успешным, нужно уметь действовать более гибко, а не бросаться на противника бездумно. Итак, играйте в шахматы на троих, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Корней. Пока. И, кстати говоря, я слышал, что это любимая игра нашего президента Путина.